Привет, друзья! Сегодня поделюсь с вами рецептом очень вкусной кабачковой икры. Вкусно, как в детстве. Кабачки 2 килограмма. Очищаем от шкурки, удаляем плодоножки. При необходимости удаляем семечки, если они уже грубые. Затем нарезаем кабачки произвольной формы, но не сильно крупно, для того, чтобы они быстрее проготовились. В составе кабачковой икры, приготовленной по ГОСТу, должны присутствовать свежие кабачки, морковь, репчатый лук, растительное масло, томатная паста, соль и сахар. Из всех полезных ингредиентов после тепловой обработки остаются только витамин Е, необходимый для улучшения состояния кожи, ликопин, являющийся профилактическим средством против рака предстательной железы, и грубые пищевые волокна. Неперевариваемая клетчатка способствует не только естественному очищению кишечника и нормализации перистатики, но и активно выводит из организма токсины и холестерин. Нарезанные кабачки перекладываем в подходящую емкость, слегка присаливаем и хорошо перемешиваем, оставляя на 10-15 минут для того, чтобы кабачки отдали лишнюю жидкость и икру не пришлось долго уваривать. Теперь займемся морковью. 700 грамм моркови нарезаем произвольной формой. Я нарезаю морковь небольшими брусками, вы же можете натереть ее на крупной терке, это не имеет большого значения. Теперь займемся луком. 600 грамм репчатого лука также нарезаем произвольной формой. Для приготовления кабачковой икры мы все овощи нарезаем произвольной формой, так как это не имеет особого значения, потому что в процессе мы будем все измельчать погружным блендером. Когда измельчили все овощи, берем кастрюлю с толстым дном, выливаем в нее 50 мл растительного масла и выкладываем сначала морковь. Пассируем ее 2-3 минуты на среднем огне, периодически помешивая. Затем к моркови добавляем репчатый лук и тушим овощи вместе на среднем огне до прозрачности лука, периодически перемешивая. Итак, лук стал прозрачным. Теперь выкладываем в кастрюлю кабачки. Лишняя жидкость, оставшаяся на дне емкости, она нам не нужна. Мы ее отставляем в сторону. Кабачки выложили, хорошо все перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на среднем огне, периодически помешивая до мягкости овощей. Прошло около 30 минут. Посмотрите, как икра активно кипит. Хорошенько перемешиваем. Овощи стали уже мягкими. Пришло время добавлять специи. Всыпаем 2 чайные ложки сахара и 1 столовую ложку соли с горкой, примерно 30 грамм. Затем добавляем 2 столовые ложки томатной пасты, еще раз хорошо все перемешиваем, накрываем крышкой и даем протушиться на среднем огне еще 2-3 минуты. После чего снимаем кастрюлю с икрой с плиты и перебиваем погружным блендером до пюреобразного состояния. Когда икра достигла нужной консистенции, вливаем 1 столовую ложку 9% уксуса, еще раз хорошо все перемешиваем и отправляем кастрюлю на плиту. Прокипеть 10-15 минут, периодически помешивая на среднем огне под закрытой крышкой, потому что кипящая икра очень сильно булькает. Если вы не хотите кипятить икру в кастрюлю, то вы можете уже сейчас разлить икру в подготовленные чистые баночки, поставить баночки в кастрюлю, на дно которой постелить кухонное полотенце, налить воды по плечике баночек и после закипания воды стерилизовать банки 15 минут, после чего закатать крышки и икра будет готова.
Моя икра прокипела 15 минут в кастрюле. Я не снимаю кастрюлю с огня, убавляю огонь на минимум и разливаю икру в чистой подготовленной баночке. Икры наливаю до краев баночки, слегка трясу баночку для того, чтобы вышел лишний воздух, и тут же закрываю крышку. Баночки с икрой я не кутаю в теплое одеяло, оставляю их на столе в вертикальном положении. На крышке я не переворачиваю. Как только баночки остыли, икру можно убрать в подвал на хранение, либо в другое прохладное место. Икра получается очень нежная, безумно вкусная, прям ешь ее и не можешь остановиться. Попробуйте и вы приготовить кабачковую икру по этому рецепту, порадуйте себя и своих близких. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. До новых встреч, друзья!